Это была самая изумительная ночь да, за все дни наших путешествий. Я запарилась, что со мной случается крайне редко. Единственный моментик, ночью мне приснился кабан, что он стоит за палаткой. Я аж вздрогнула. Вот, а так в целом вообще все ок. Я просыпался, наверное, раза 3. Да, привет. Роман, весь лоб об вкус, ну-ка, распусти. В общем, у меня сегодня вот такой зелененький ковер был. Новенькая моя подушка. Которая приклеивается. Да, она приклеивается. Ну, в смысле, один производитель, Ситу Саммит. И кокон спальник на плюс 5. И еще вот вкладыш в него. Вообще топ. И это после 2 дождей. Опять сегодня варим кашку. И что-то нам в ней все равно не нравится. Уже ничего не пригорело. Но то ли сухое молоко какое-то привкус дает, то ли что-то было с кашей. Потому что новая пачка была. Но есть можно. Сейчас уже будем скоро собираться. Обжег палец дурацкой кружкой. Перчатка целая, палец нет. Похоже, придется тебя менять. Мы собрались. И единственное сухое место на всей поляне — это место нашей палатки. Поднимаемся в горку. Использую новый тип крепления на лямку рюкзака. До этого ни разу им не пользовалась. Какой большой муравейник. Пока не попробуешь, не узнаешь. Курки. Хана. На фильтрах говорят, вот берешь, который чулок, наливаешь и так. У нас сегодня план 10 километров до станции Орехово. Пройдем под Сартовалой и еще под одной второстепенной автодорогой. Похоже, нам придется разуться, что ли, я не знаю. Там вода. Иди. Ну, иди. Показывай. Холодная? Я предложила Роману не совсем разуваться, а хотя бы до носков. Обалдеть. Тут бревно. Так. Это летит бревно. Я поняла. Это глубоко. Это, я так понимаю, затопленная часть озера, да? Так, справа опираться не надо. Здесь чуть впереди надо. В середине прям дыра. Понятно. Ой, блин. Мазерфакер. Я шел посередине. Да я поняла, я по крайней хочу пройти, потому что мне так удобней, наверное.
Как говорится, ходите по нашим маршрутам. Много хорошего рассказывал про этот участок, где мы сейчас гуляем. Но есть места вот такие, где вот надо собрать волю в кулак и идти прям по ледяной воде. А смысл? Сейчас ботинки будут чавкать. Сейчас выйдем уже. Надеюсь, тут нету крапивы. Есть крапива. Блин. Что там? Еще вода. Что, блин? Тут, короче, уже такие штуки торчат из земли. Осторожно. Блин. Так, ну тут вроде более-менее видно. Бля, глубоко нас. Я слышу. Слушай, глубоко. Вот уже нет. Не забрю. Скажу, где это место. Сейчас, я поняла. Пока они все окей. Просто иди. Здесь провалишься. Угу. Лучше переступить это место. Угу. Все. Дальше. Ну это точно тропа. Мы идем по тропе. Иначе бы здесь не было такого бревнышек, перекладин. Так, тут бревна лежит. Тут не очень глубоко. Сюда, что ли, дальше или куда? Вот сюда. Куда? Туда? Здоровенное бревно. Блин. Накололась на палочки. Прошли. Жестко. Такого я еще что-то не помню. Ну, типа короткий брод я переходил, конечно. Да, Но это чтобы типа надо было чванить по болоту вот такому. Ну это скорее речка такая. Круто. На карте это выглядит как болотистость, но тропа. И я же думаю, интересно, как это будет выглядеть вживую? Так, думаешь, отжиматели? Конечно. Ладно, выключаю. Так, вы что, думали, там все, что ли? Нет. Тут еще дресни полно навалом. По выводам, трекинговая палка на маршруте обязательно. После той переправы мы носки поменяли на относительно сухие. Но у меня относительно, у Романа вроде сухие были. Вот, стало получше. Второе замечание. Тут нужен трек, загруженный куда-нибудь автономно, потому что, ну, по факту тут нету никакой разметки тропы, и можно иногда вот так вот петлять по болотине. Мы сейчас идем по треку, который построен в Комуте. Фига себе, провалилась. Так, ну тут, в общем, еще есть из приключений. Тут снова есть лось, судя по помету. Вот он тоже. Как-то он здесь ходит. Я надеюсь, я не туда.
На бля надейся, а сам не оплошай. Короче, она скользковатая. Может быть, даже вот это лучше будет, не знаю. Давай попробуем. Это скользко. Так, блин. Видишь, что здесь? Да, да, я понимаю, что там. Не, Роман, что она вообще. Фух ты, блин. Она такая же. Да? А это сломается подо мной. Ёперный театр. Да. Давай палку. Не знаю, нужна тебе вообще, нет? Нужна. Рука нужна моя? Подожди. Давай так вот попробуем. Хрустнула. Magic. И еще немножко лосины жизнедеятельности. Прикольная травка. Так, этой травы здесь очень много. Хвощ. Жалко, я в ботанике не разбираюсь. Судя по количеству помета, который нам попадается на тропинке, складывается ощущение, что мы ходим лосиными тропами. Мощно, мощно. Трутовик на трутовике растет. Блин, комары. И вон еще то же самое. Все, то, что там было более-менее сухим носком, уже все. Ему хуна. Роман там пошел проверять тропу, разметки, красные точки на деревьях. Вот. По идее, когда вот мы шли по той стороне реки, там какая-то разметка вела вот в эту часть. И вот Роман решил проверить, можно ли было там пройти через реку. Потому что тот путь, который мы проделали, это, конечно, путь камикадзе. У меня вот ботинки выглядят следующим образом. Они сырые изнутри. Как их отмыть? Вообще непонятно. У меня есть запасные брюки. Комары, видите? Просто адок. Кофеечек решил попить, пока он там бегает. Так вот поясняю. Мы вон пришли с той тропинки. Вон, стой. А трек, ну как, красные точки. Вот стрелками показывают вон туда. То есть через речку вот так вот пройти. Я там пошел, и там, конечно, тоже болото, но если быстро идти, не успеваешь проваливаться. Я дошел до середины, было ок. До конца не пошел уже, потому что обратно придется возвращаться, я и так многие хлюпают. Не стал проверять. Но, возможно, не зря люди нарисовали разметку здесь. То есть, видимо, мы воспользовались треком из Гармина, из Комута, и он показывает тропу, и поэтому он построил маршрут. Здесь тропа на картах разрывается, в Гармине разрывается, в Комуте разрывается. Вот, но, видимо, она все-таки более проходимая, чем та, которую мы вброд прошли. Вот, поэтому, наверное, здесь стрелочки нарисованы. Приключения продолжаются. Так, все сырое. Там по-любому лось шел, мать. Это прям реально капут. Йо! Ты прям для мне его стоит. Спасибо, что напомнил. Как у нас какая-то маленькая собачка, которая хочет на горке насрать. Реально может тропу поменять? Ты выронил бутылку. Серьезно? Да. Ого. Бросай. Очень осторожно. Я слышу. Вслед за мной падают деревья. Помнишь, да, я шел и говорил, вот был бы круг найти ту тропу, параллельно которой мы идем на карте. Вот она. Ну да. Слушай, наверное, только сверху можно было прочитать. Без вариантов. Доказательство того, что мы идем верно. Лайк.
И там еще одно болото прошли. Большое. Но тропинка вроде точно правильная. Ну, выглядит вот так вот. Уже более-менее натоптана. И вот она идет, идет, идет. И потом в сложных местах пропадает. И там иногда ходишь, блуждаешь. Где ее продолжение. Но обычно на сложных участках там какие-то бревна такие накиданные. Немножко. Которые помогают пройти. Блин. Ты целый? Тропа. Мы по ней идем примерно 2,5 часа. Ощущение, что, конечно, уже весь день ходовой идешь. Тропа изнуряет. Вот вчера, когда вот мы шли, не так было. То ли из-за того, что вся одежда уже сырая, комары еще просто задолбались, честно. Остановиться даже невозможно. Перевести дух. И сразу атаковать начинает. В общем, тяжко. Кофеечек сейчас попили, батончик съели углеводный. А Роман говорит, сейчас разойдется углеводы по телу и почувствуешь второе дыхание. Первый что-то закончилось дыхание. Мы вышли на более такую ухоженную, цивилизованную часть тропы, которая идет от Орехова. Птичка полетела. Прошли родник и вышли к шелтеру. Думаю, сейчас будем обедать, восстанавливать силы, потому что та часть тропы, она прям изрядно выбила из сил. Тут рукомойник есть с зеркалом. Блин, даже будет подходить. О, не, ну еще более-менее. Я думаю, хуже будет. Мне вся голова чешется от укусов. Разводим обеденный костер. Надо было помучиться 2 раза по часу, наверное, по полчаса, чтобы научиться сырым барахлом разводить с первого раза. Но дымит уже хорошо. О, все, пошло. У нас сегодня на обед говядина с овощами. Это не Кранидов же, да? Нет, какой-то аналог, первый раз пробую. Деревня Потанина. Состав: говядина, томаты, перец болгарский, фасоль стручковая, лук, подсолнечное масло, соль, томатная паста. В целом норм. Так, и у нас птицин еще будет вариться, и мы все это вместе смешаем. Почитай инструкцию, как ее разогревать, потому что мы ее ни разу не ели. Содержимое пакета выглядит вот так. Кусочки мяса. В основном прям перец тоже. Пахнет болгарским перцем очень ароматно. В составе специй нет. Так, ну я свою порцию макарон съела, мне очень понравилось. Роман тоже сидит, нахваливает. Yeah, boy. Короче, не каранидовым единым. У нас не было соли, и мы сварили макароны без соли. И по соли вот идеально, как по мне. Я еще перчика добавила черного. Вкусно. Каркаде выпьем. Немножко отдохнем. И двинем дальше. Время в районе 2 часов дня. Мы пообедали. Где-то примерно 1,5 часа провели в этом шелтере. Отдохнули. Двигаемся дальше. Ноги, конечно, вверх идти не хотят. Определенно. Зато наверху, скорее всего, будет суше. Чем вот мы сейчас внизу там собирали воду. Супер! Блин, размером, ну не знаю, килограмм 5, мне кажется, есть. Но он крупный был. Он тяжело так взлетел. Прям как я сейчас иду. Хотела про ноги еще добавить. У меня сейчас состояние ног примерно как ноги мертвеца. Они все сморщенные из-за долгого нахождения в воде. Я тоже. Все, у нас прямой участок дороги.
Гармин нам сказал, что мы на 60 метров сейчас поднялись. По прямому вообще супер идти. Это можно назвать тропиночным хайвеем. Так, но мы идем вниз. Дорога все слушнее. Зеленая каменная глыба. Жил-был ледник, и вот он решил пройтись. И когда он шел, сформировал озера, реки, болота, да, наверное. Ну и, короче, камушков понасыпал нам тут, бантовых, красивых. Город нас настигает. Вот это вот шум дороги, машин. Означает, что мы почти близко, ну не то чтобы к цели, а к первой дороге. Мы же 2 дороги будем обходить. Вышли к дороге. Новоприозерское шоссе. Кажется, так называется. Обход вон по той лестнице красной, которую видно. Под мостом сейчас пройдем. Такие техногенные пейзажи. Когда огромный мост внедрился в природу. Колонны, конечно, мощнейшие. Очень высокий мост. Сейчас шла под мостом, увидела упаковку от батончика Нац и подумала, что я тоже хочу батончик Нац. У нас уже все вкусняшки закончились. Мы их так мало брали в этот раз. Я сейчас домой приду, обязательно шоколадку съем. Мы зашли в лес, а никакой тропы тут нет. Такой вот бурелом. Все. Что-то никаких меток, вообще ничего нет. Что тут у нас еще? Продолжается приключение. Включили все возможные виды навигации. На спутнике увидели, что есть какая-то тропа в 10 метрах над нами. Пытаемся продраться еще на 10 метров выше. Блин, короче, мы опять прорубились через лес. Не знаю, сколько сил еще потеряли. Но тропу нашли. Сейчас покажем, где она начинается. Ну давай покекаем вместе. Чё? Не дошел, да, просто до нее? До нее не дошло метров 70 или 80. Я не Да, знаю. напрямую прям, да. Да, сразу сюда. То есть она сразу куда надо выходит. Тропа широкая, натоптанная. Можно не напрягаясь идти. Нам осталось до Орехова примерно 4 километра. Где-то еще посередине будем еще одну дорогу пересекать. Белка с шишкой. Вон она. Не знаю, видно. Вот это. Да, на камере мелкая. Бежала. Ну и как тут белка кормит хорошо? Соседи не обижают? Не отвечает.
тройная сосна. Останавливаться очень тут небезопасно из-за комаров. Что-то комарья тут вообще. Я за 15 секунд поменяла штаны на более-менее чистые. При этом на каждой ноге у меня уже умудрялось усесться по 10 комаров. Сбегаем из этого места. Так как еда у нас уже закончилась, остался только один экстренный перекус, который надо готовить. Там типа, по-моему, каша гречневая с грибами. Мы с Романом мечтаем о том, что когда придем на станцию Орехово, купим себе шоколадку и чипсики. Тем временем дорога становится все шире и шире. Но идем мы, конечно, на последних углеводах, Роман. То есть у меня уже углеводы закончились. У меня уже, я не знаю, на чем я иду. Вместе ради я вот подумал еще о чипсах с беконом. Ну. Дополнение к... Ну, шоколадка и чипсики. Чипсики, точно, да. Видишь, уже мозг не соображает, сразу прослушал. Да я тебе говорю, мы уже на грани. Мы просто этого не осознаем. А на самом деле все. Хана. Мы пришли к дороге второстепенной, которая надо ее тоже обойти. Я очень надеюсь, что комары потеряют наш след после того, как мы перейдем дорогу. Я не знаю, уже мне кажется, живого места не осталось. Они еще мне плечи кусают. Такси. Блин. Заманчиво. Короче, народ. Имбирный пряник в придорожном магазине. Ну, это На толковые пряники. божественно. А на цене было. Мы восполнили запас глюкозы, полностью истраченный на прохождение этой тропы. Я съела пряник и полпачки чипсиков. Роман выпил свою долгожданную колу. Сказал, что без колы дальше не пойдет. И оставшиеся полпачки чипсиков. Я себе еще пикник купила. Батончик. Вот. Буду есть уже на станции. И только в конце маршрута мы случайно узнали, что на GoPro-шной причепке камеру можно вот так вращать. 890 метров до финиша. Вообще не знаю, что за трек у нас тут. Но мы даже последние 500 метров к электричке идем вот такими тропами. Вон уже электричку прям слышно. Трэш. Ага. Напоминаю, нам осталось меньше 400 метров до электрички. Что за тропа такая? Блин, плавучие бревна. Хорошо, что их потрогал. Они еще ходуном ходят. Вот еще ничего. Ну, сейчас не наступишь, как бы, можно ехать. Ну вот, допустим, это вот электричка. Да, до электрички метров 150 осталось. 200. Да что за такое-то вообще? Там немножко можно упираться в Настя. Эти приключения сегодня никогда не закончатся. Что за дела-то? В общем, вот оно, Орехово. О, боже.
Это было сложно, сложно. Но интересно. Но сложно. Ну что, всем пока. Увидимся в новых путешествиях.